Привет, танкисты! 1 февраля начался новый задрот-марафон в тундре, и решил я поделиться некоторыми советами обычного игрока по фарму опыта, необходимого для получения крайне интересного танка. Объект 292 с нереальной пушкой калибра 152 мм и самыми мощными ломами в игре. Сейчас где-то плачет один лоссат, если вы понимаете, о чем я. Надеюсь, такой же шутки не будет. Давайте вначале немного пройдемся по правилам. Они достаточно стандартные и без дополнительных махинаций. Строительство ракет, экзоскелетов и прочей ерунды, что мы видели ранее. Это первое такого рода событие с измененным форматом, сейчас нужно просто играть. С самими условиями вы можете ознакомиться подробно в статье на сайте Улитки, ссылку оставлю в описании, и непосредственно в игре. Для ценителей своего времени или просто ленивых я расскажу основное и достаточное в этом видео. Закончится марафон с названием «Зов дракона» 19 февраля в 14:00 по Москве, вместе с последним этапом. К этому времени вам нужно иметь пройденными всего 8 этапов, которые открываются для фарма каждые 2 дня в 14:00. Цель – это набрать 45 тысяч очков миссии за каждый. При достижении необходимого значения вы получите номерной знак отличия. Для получения купона на танк один можно пропустить. Если вы пропустили 2 и более этапов фарма, не беда. Знаки отличия можно будет докупить за голду. Стоимость одного 1000 золотых орлов должна быть. Можно, конечно, и все 8 купить, но тогда танк этот обойдется вам в 8000 голды. Тут решать только вам, конечно, как поступить. Дополнительно за прохождение каждого этапа, начиная со второго, вы будете получать небольшие призы. Вроде наклеек, сундука и тому подобное. Короче, как обычно. Как я уже говорил, за 8 знаков отличия получаем заветный купон на объект 292. Однако он будет неторгуемым. То есть его можно будет только активировать на аккаунт. Я, к примеру, именно так и сделаю, так как люблю собирать уникальную технику, даже если она не особо играбельна. Кстати, обзоры и рейтинги самой редкой и уникальной техники по геймплею можете посмотреть на канале, ссылки добавлю в описании. Так вот, для того, чтобы превратить купон из неторгуемого в торгуемый, вам необходимо выполнить еще одно условие. Нафармить за весь период задрот-марафона 750 тысяч очков миссии. Такое осилит не каждый, конечно. Хотя невозможным тоже не назову. К примеру, сейчас заканчивается первый этап, а я нафармил 70 тысяч уже, хотя только играл на новой технике для будущих обзоров, то есть не задротил в явном виде. После набивания этих 750 тысяч очков миссии вы получите предмет улучшения купона, который можно будет использовать на купоне танка и сделать из него продаваемый, который в свою очередь уже сможете продать на бирже. Тут тоже есть пара дополнительных нюансов. Активировать купон можно будет только до 22 февраля. То есть фактически всего 3 дня, начиная с 19 числа. Ну, либо же если вы фармите пораньше. И второй момент. После улучшения купона до торгуемого, торговать будет возможность им только через 6 дней. А как известно, цены в начале самые высокие. И если вы желаете подзаработать, есть смысл выфармить и купон на танк, и его улучшение как можно раньше, чтобы успеть ворваться на биржу с первыми спекулятивными ценниками. Это все по основным условиям и нюансам марафона. Теперь перехожу к дополнительным рекомендациям. Первый полезный совет. Не забывайте отслеживать прогресс в левом меню ангара. Это легко сделать, отметив галочкой каждый этап в событиях. Попасть сюда можно из правого меню, либо кликнув по нику игрока, перейти на вкладку достижения и выбрать Зов дракона. Следующий этап появляется в списке доступных заданий в день старта. Второй совет. Всегда везде читайте написанное серым цветом и мелким шрифтом. Не только в игре. Как видите, есть бонусы и штрафы к фарму очков миссий. Самым прибыльным будет качаться на топах в симуляторных боях. Потому, если вы умеете в симуляторные и нравится, вам повезло. Коэффициент получите максимальный 1,8. В РБ тоже качаться неплохо, так что я лично не страдаю. По рангам техники коэффициенты не так сильно разнятся, так что тут все просто. Есть хороший сетап высоких рангов, играйте на нем. Пробуйте, пока получается и есть пруха. Не выходит, смените нацию или возьмите другой сетап рангом пониже. Основное, конечно, это играть в удовольствие, мы ведь за этим пришли в игру. К примеру, я начал играть на топовом сетапе СССР, где основными машинами у меня выступают Т-80 БВМ и вертолеты. Так как я сейчас готовлю обзор по Ми-28НМ, все вышло прекрасно. Выезжал светить на БМП-2М, чуть фармил и перепрыгивал на вертолет. Если сбили, выезжал еще на БВМ. Либо стандартно стартовал на БВМке, а потом перепрыгивал на вертолет. После того, как наигрался на советах, брал американский сетап на 6.7, так как там тоже есть техника для будущего обзора М4 Калиопа. К тому же выбор техники у американцев на средних ранках на любой вкус, так что тоже вполне приятные бои получаются. Ну и третий совет со звездочкой. Есть еще одна тактика, как быстро фармить. Это игра в один респ на любимом танке. Вам нужно просто определиться с 1-2 техниками из любимых, на которых вам нравится играть, и на ней играли много и с хорошим результатом.
Так что и глазомер хороший, и вспоминать, как отыгрывать на ней не нужно. Это может быть какой-нибудь тот же БВМ или топовые леопарды. Возможно, нравятся какие-то легкие танки или САУ, неважно. Главное, чтобы игра была в кайф и бои быстрые. Конечно, чем выше ранг, тем лучше. Пока у меня не было топов, я раньше фармил на бреде. Брал к ней в пару акционный мессершмитт, чтобы быстро бомбы скинуть, и всех делов. Стандартная схема. В начале боя мчу на нужный прострел, если успел и не грохнули, нафрагал и получил много очков. Не успел — в следующий бой. Все просто и быстро. Подход такой эффективен, однако очень выматывает. Да и в целом я рекомендую кататься нормальным сетапом на победу, не забывая о командной игре. И последнее. Добавили новые сундуки за серебро. Покупать их можно в неограниченном количестве по 60 тысяч серебра за штуку и испытывать свою удачу. Я ни в коем случае не призываю к этому. Однако если есть лишнее серебро, почему бы нет? Тем более бусты и пари там выпадают вполне годные, но не увлекайтесь. Сам я чуть поиграл, и мне выпал БА-11, чему я лично очень рад, так как техника прикольная и хотел всегда ее иметь на своем аккаунте. По особенностям игры в такого рода рулетки War Thunder недавно видео выкладывал по новогоднему казино. Ссылочку, как всегда, сможете найти в описании. Надеюсь, вам информация была полезной и вы что-нибудь хорошее под видео поставите в поддержку канала. Также прошу написать в комментарии, на каких сетапах вы фармите. Давайте поделимся с сообществом удобными и быстрыми вариантами фармить вкусняшки марафонные. Как обычно, желаю всем удачи в рандоме и пока-пока.